Если бы кто-то заранее сказал гостям того вечера, что привычный порядок рухнет за несколько минут, ему бы не поверили. В закрытом клубе на военном объекте «Альтаир» царила расслабленная уверенность людей, привыкших к власти. Музыка, бокалы, разговоры о званиях и достижениях – все шло по давно отработанному сценарию. В центре внимания находился бригадный генерал Виктор Рейн, человек, уверенный, что его слово весит больше любого факта. Его уважали, к нему прислушивались, а многие откровенно боялись. Он наслаждался этим. У дальней стены, почти незаметный, работал пожилой обслуживающий сотрудник, Ной Картер. Серый комбинезон, спокойные движения, взгляд человека, давно привыкшего оставаться в тени. Для большинства он был частью интерьера. Именно это и раздражало генерала. Рейн громко указал на мужчину, заявив, что тот портит атмосферу места для избранных. Он задавал унизительные вопросы, смеялся над возрастом и работой, не скрывая презрения. Зал молчал, никто не хотел перечить старшему по званию. Когда генерал потребовал назвать прошлую службу, Картер спокойно ответил, что служил. Это лишь подстегнуло насмешки. Но в тот момент, когда старик наклонился за инвентарем, на его предплечье мелькнула старая татуировка. «Назови свой позывной», — усмехнулся Рейн, уверенный в своей победе. Картер поднял голову и ровно произнес: «Сигма-0». Воздух в зале изменился мгновенно. Несколько ветеранов побледнели. Один из них выронил стакан. Имя было знакомо тем, кто выжил там, где выжить было невозможно. Это был не просто позывной, это был сигнал, означавший крайний уровень опасности. Пока генерал еще усмехался, двери клуба распахнулись. Вошел верховный командующий союзных сил Леон Хейл. Он не стал говорить ни слова, просто подошел к Картеру и отдал безупречное воинское приветствие. Зал онемел. Хейл холодно пояснил, что перед ними человек, чьи операции никогда не попадали в отчеты, чье имя стирали намеренно, а решения спасли тысячи жизней. Когда генерал Рейн еще только учился в академии, Картер уже выполнял задания, о которых не принято говорить даже сегодня. «Вы унизили того, кому обязаны существованием многих подразделений», — сказал командующий. «Завтра вы подадите рапорт об отставке». Это был приговор. Картер не сказал ни слова. Он лишь кивнул. Когда он направился к выходу, весь зал, от ветеранов до молодых офицеров, встал по стойке смирно. Не по приказу. Из уважения. Рейн остался стоять один. В тот вечер многие поняли, герои не всегда носят парадную форму. Иногда они молча убирают за теми, кто так и не понял, что сила — это не звезды на погонах.